Здравия, дорогие друзья! С вами Николай Субботин и канал Протоистория. Сейчас я приехал в Видное. Тут живет наш друг и коллега Игорь Соколов. И сегодня у нас как раз будет продолжение встречи, которая состоялась 7 марта. Напоминаю, что к нам приехал наш друг Антон Анфалов. И вот сегодня как раз у нас будет большая встреча с нашими друзьями, экспертами, коллегами. Приедет снова Слава Климов, приедет наконец-то Саша Воронцов. Не получилось нам до него доехать, сегодня сам он приезжает. Ну и вот сегодня мы как раз продолжим наше общение и, наверное, обсудим более интересные темы. Ну и просто пообщаемся, потому что такой компании давно мы не встречались. Ну, собственно, вот я уже доехал. И буквально через 10-15 минут мы уже встретимся и начнем нашу встречу. Ну вот, добрались мы наконец-то для убежища Игоря Соколова. Кстати, вот кто смотрит, да, вот с Антоном мы уже на днях познакомились. А вот тот знаменитый лось, на фоне которого Игоря все время снимают для телеканала РЕН-ТВ. Вот так. Так, нам надо стол вот так повернуть. Давай. Вот так или вот так? Вот так вот. Диван вдвоем. Знаменитый лось. Да. Или Слав, тебя на его фоне олень. снимали? Да, ты только снимал. я Меня тут нет, снимал, РЕН-ТВ не снимали. Ну Вот это... теперь я снимаюсь на фоне знаменитого Соколовского лося, который Соколовского, да? который участвует практически во всех передачах телеканала РЕН-ТВ. В общем, спалили теперь, где все это происходит на самом деле. Это не в студии Формат ТВ нашей самой организации, а вот Да, здесь. то есть это вот в квартире находится вот такой вот бэкстейдж. Угу. Фирменное мясо, Игорь, да, готовишь? Ну да. Есть какая-то особая рецептура? Ну, сухая сковорода нужна, раскаленная. Берешь мясо, смазываешь его само маслом. Вот. И кладешь. И считаешь до 100, ну вот тут толстый как бы, до 140. И потом переворачиваешь, да? Да, раз, два, 5, 6, 7, 8, 9, 35, 136, 137, 138, 139, Мастер-класс, да? Адская кухня. И еще до 140 чуть, да? Да, это до 140. Но это все на сильном огне, как бы, терять. Ну, в твоем случае там у тебя кондиционные или просто в грелке. Стульчики принесли. Да. Раскладывай. Вот Александр у нас подъехал. А, и все-таки потомиться надо под крышечкой, да? Ну да, сейчас она уже как бы доходит. Игорек у нас гурман. Приготовить И как вы с Игорем авокадо готовите? Да нет, вот Игорь такой рецепт дал очень интересный. И я так попробовал, мне понравилось. Ну как, авокадо разрезаешь пополам до косточки по длинной вот этому, по длинной оси. На две дольки кость вынимаешь, надсекаешь ножом, вот так вот сеточкой, перчиком перчишь, соль, сальцой и кусочек масла сливочного. И в микроволновую печь разогреваешь. Получается как горячая такая масляная картошечка перченая. И ложечкой выедаешь, прям в кожуре, и прямо из кожуры выедаешь. Вот такая штука будет. Очень вкусно. Ну, у тебя есть какие-то фирменные твои вкусняшки? Да нет, фирменных особо вкусняшек я не делаю. Так, обычные борщи там,
Люблю картошку на сале готовить. Все готово. Опять его перевернули, опять подсолили и поперчили сразу. Тебе подарок на. Вот, благодарю. Там написано. Это вот. Звонит. Понял. Кстати, молодец. Очень классно. Это Гарифан мы сделал. Таких не видите. Концентрат. Это экологически чистый, просто вот как сублиматор, да? И по всему миру для приготовления свежевыжатых соков. Вот Ой, это нежненько молоко как и получилось. Молодец, то есть они такого хорошего. Как экономист он тоже полезен. Вот. Ну Сообразил, что, что ли? правильно, что с курицей взяли, да? Вот Да, это, и курицы много тут. Да, время обеда. Совместное приготовление пищи. И совместный обед. Ну, это, конечно, готово получается теперь. Пока мясо готовим. Ну, после замечательного совместного приготовления пищи исследователями решили обговорить работу по книге Антона Анфалова, да, и перспективы по экспедициям и по Крыму, местам интересным наблюдений, которые могли быть. Материала там. Может, книгу У меня вторую? вот такой книги очень чемодан. много. У меня вот дома Да. такой чемодан с бумагами. Писалось все много лет. С 81 года собирали материалы наши в Фологе, в Симферополе. И все это Советская еще мне архив. сказали, вот такую книжечку ужми, издатель. А если все издать, то на несколько томов. Одна хроника наблюдений в Крыму за все годы, она тянет на несколько томов. Вот настолько вот таких же книжек, понимаешь? Да, даже если, Ну это из них, все издать нереально просто. даже если из них половина, ну что вряд ли, да, то есть погодных явлений или каких-то явлений связанных. Да там, это я знаю, это да, все фильтруется. то тем не менее, то есть это огромный массив вот этой информации, и таких мест у нас по концентрации аномальных явлений на планете не так много. Вот одно из них как раз вот полуостров Крым. Да, Да, почти и остров. Почти, можно сказать, остров или гриб, да, он на своей ноге, как бы Ну, считается, нога там вот не нога, там не нога на самом деле, там платформа, поднятие, где гряда главная, Крымский город идет. А, и это вот Да, оно Горбинка. стыкуется. Оно стыкуется, все, там же раньше озеро было, Черное море. Потом это все. После потопа. Ну да, последний. да, Дарданов потоп знаменитый. Да. Может, пресноводная была. Игорь, Антон, для тех, кто, может быть, не в курсе, ну, скажет, ой, что это такое, поясни, что такое Дарданов потоп. Ну, Пару когда слов. прорвало Босфор и Дарданеллы, когда все там было перекрыто, не было никаких их проливов. Была река. Да. А это какие примерно века, годы, там, вот, Ну, сотни это тысяч я лет сейчас назад? точно не скажу, но несколько тысяч лет назад. Но это еще на памяти было народов, населявших ту территорию. Вообще, ты бы добавил вот что Да. у нас было 3 известных официальных потопа, Вот которые, их, значит, да, полно это было. Ноев потоп, Да. Девкалионов потоп Да. и Дарданов, Дарданов потоп. 3 потопа. Ну, на это самом да. деле, конечно, было больше, учитывая все эти Да. затопления, потопления, как говорят по-научному, трансгрессии и регрессии уровня этого мирового океана. Не все знают, что из Дарданелл идет подводная река, русло, которое идет вот по дну моря Черного сегодняшнего. Оно имеет глубину почти 20 метров. И это русло, оно как бы идет и постепенно на нет сходит. Видимо, в том месте, где было устье когда-то, в этом озере. А потом- Именно, вот хочу по Черному морю, но это немножко не Крым, но рядом. Это поселок Бетта в нашей экспедиции с космопоиском по поиску Ноевого ковчега около горы Арарат, поселок Бетта. Но это Краснодарский край. Краснодарский край, да. Вот мы нашли там строения, похожие, окаменелые. Вероятнее всего, конечно, это не Ноев ковчег, но гора Арарат, одна из них, присутствует Да. вот у Черного моря на Да. территории современной России. Да. Поселок Бетта. На этой горе находится глубочайший, практически бездонный, Колодец. хотя одно есть, колодец ужасов, где мы испытывали состояние вот этого дискомфорта и страха. Но, правда, там у нас один человек, опускали мы его туда с аквалангом, там он затоплен. Там НКВДшники до войны в бочках документы туда сбрасывали от немцев. Мы спустились, Во время войны. да,
Мы спустились туда, ну не мы все, а один человек, зацепили лебедкой машины, вытащили бочки. Бочки действительно были железные, но пустые. Мгм. Понятно. А что пустые, непонятно. Да, и море как раз вот Дарданов потоп, все строения, собственно говоря, около Туапсе, где шары вот эти каменные нашли, древний город, как нам сказали археологи, как они назвали, называется Акополис, ну такое Греческое название. греческое, ну скажем, больше даже не греческое, Да, а Акрополис. Никополис. А, не Акрополис. Никополис. Это больше, скажем, с античной архитектуры, с античного такого, античное название. Так вот, судя по строениям и по этим каменным шарам, который один лежит вот недалеко от Царицына в музее Космопольска, а второй маленький шарик у Мехди Ибрагима Вафа, экстрасенса, вот он такой небольшой ядрышко искусственной обработки, глубина от поверхности моря до зданий где-то в районе где-то от 8 до 12 метров. То есть это мы говорим о том, что вода поднялась только над строениями на 12 метров, а строения были еще где-то на пригорке, то есть там пристань должна была быть. То есть получается, что ну, в пределах там метров 30 вода поднялась, то есть затопила, как минимум. Ну да, но если провести по альтернативные потопу вот Дарданову. собственные исследования, да, не уходя в официальные источники, а провести собственный анализ, например, по картам, да, по подводным погружениям, да, то будет выясняться, что не всемирный, возможно, не всемирный, но локальные потопы существовали в недавнем времени, потому что Конечно. карты буквально РГОшные наши 16-15 веков, да, она показывает другую береговую линию, которая соответствует затопленным на сегодня объектам под водой. Ну там еще не забудьте искажения, ошибки, так картография была тогда недоразвитая. Да, но тем не Они менее, могли то есть там те города, которые на старых картах находятся, подводные исследования показали еще во времена, скажем, там, после распада СССР, когда вот эта археология она была возможна, да, то есть глубина крайних вот этих вот мегаполисов, которые граничили со старой береговой линией, это примерно там 70-120 метров. То есть Да, это подъем да. воды в Черном морском Да, бассейне в свыше 100 среднем. метров, 100%. Вот. И почему сейчас это не наблюдают? Да потому что, в общем-то, сероводород, который там поднимается, да, он в принципе закрывает все эти строения. То есть, потому что аквалангисты, те, кто исследует Черноморский бассейн, знают, что уже от 50 метров начиная, там видимость очень плохая вниз. И уже там дальше практически ничего не видно. Можно работать только со спецоборудованием. И вот такие последние погружения их делали на списанных с СССР батискафах и подводных лодках 2000-е и значит, 2010-е. Ну, вот, кстати, да, в тему о том, что ты говоришь, у нас же есть еще общий друг Таврический. Вот. Таврический, Да. да. Это заслуженный гидронавт СССР. Да. То есть они Анатолий как раз- Тарасович Таныгин. товарищ. Да, мало кто знает, что он еще успел в команде с Кусто поработать, но это вообще Да. отдельная история. Да. А так вот, он мне лично рассказывал, когда мы делали очередной фильм про затопленные города, что вот как раз во времена СССР, когда они занимались изучением вот всех этих подводных структур Черного моря, на одном из аппаратов на глубине, что-то он говорил, то ли 100, то ли 150 метров, ну это можно выяснить, обнаружили на такой площадке, как плато, древние колонны лежали. Ну, наш коллега Олег Павличенко после вот работы как раз Таврического делал неплохой анализ на эту тему, да, и неплохой фильм выходил, по-моему, года 2 назад. В эфире. АИСПИК. На iSpeak, на канале iSpeak, это вот как раз подтверждающий вот эту тему. Кстати, у нас спросил тоже возможности погружений, вот то, чтобы мы сделали официальное подтверждение, да, через Россию, но это не получилось на тот момент, потому что статус Крыма сложно все. Ну, ты можешь, кстати, Саш, буквально без фамилий, без координат, без локаций сказать, что действительно 2 года назад Олег приглашал нас. А что там нашли? Значит, там нашли, действительно, это уже все открыто, просто нужно сделать повторное официальное погружение, да, и зафиксировать высоту этих строений. Нашли 2 вещи самых основных. Первое, это подтверждение
собственно, нахождение этих городов на древних картах. И, ну, это, во-первых, говорит о том, что эти карты не фейк уже. То есть это сразу совсем меняет представление о других городах и так далее. Вот. И как бы о Ноевском потопе там вопросов очень много, да, вот возникает летоисчисление тогда, то есть тоже. Вот, то, что с Крымом много связано, с Черноморским вот этим бассейном. Вот, единственное, так сказать, есть момент, что периодически эти земли, они были в том числе под Хазарией, и это надо понимать, да, и опять хотят. Да, и высвечивать тематику исключительно того, что это именно на тот момент могли иметь хазарские города эти названия, и значит, что там под водой это все Хазария и не Русь. Там караимы жили. Не имея артефактов культуры, да, а поднимать ничего со дна, ну, как бы нельзя, поэтому доказать ничего, чья это культура, будет невозможно. А на основе карт сделать себе ложное вот такое ответвление как бы в своей культуре, ну тоже некорректно, это не нужно. А я бы еще добавил по поводу потопа не только Черное море, не только Черное море, конечно, а уровень мирового океана поднялся. Берем тот же город Двараку в Индии. Слав, еще было определено направление движения воды. Потому что илистые осадки, которые остались на уклонах стен, они все расположены с одной стороны. То есть это говорит о том, как шла волна, что она тащила за собой, какие вот эти илистые... Вот эти вот на Двараке тоже зафиксировали. И... Дварака это город Кришны. 5000 лет назад он был утоплен потопом. Тот же самый мост Ханумана между Индией и Шри-Ланкой тоже утоплен. Воды было меньше. По поводу, вернемся к Черному морю, почему я говорил, где вот мы нашли изначально вот этот город Акополис, мы не искали его. На самом деле к нам приехал человек, который видел падение НЛО в районе Туапсе, пансионат называть не буду, иначе туда ломанется народ. И так там место засвечено, древнее. Так, наша экспедиция была в 2009 году. Гаврилов Леня присутствовал, Чернобров был. Кстати, там же Мехди с нами был, нырял тоже, ему давали акваланг, откуда мы вытаскивали шары. А мужик, который рассказывал, он прям показывал, мы на лодке, значит, это было где-то приблизительно за 5 лет, ну, 2004 год, я так понимаю, отдыхал в этом пансионате. Это в районе Туапсе. Я знаю пансионат, просто называть не буду локацию. Вечером он увидел падающую трубу с неба, которая была плазменного свечения. Именно вот труба, как колонна такая. Метра 4-5 он назвал. В длину? Нет, в длину. А диаметр где-то метра 2. И говорит, эта труба, цилиндр, он говорит, на большой скорости снижался, потом завис над морем, затормозился и потом упал в воду. Вертикально или горизонтально? Вертикально упал в воду и на дно. И он говорит, я еще долгое время видел свечение под водой этой трубы. На одном и том же месте. Да, и он говорит, я побоялся нырять туда, потому что облучение, побоялся или еще чего-то, что я там спекусь в этой, рядом с трубой под водой. Вот, и вот он нам показывал как раз это место, мы обследовали изначально место падения вот этой светящейся плазменной трубы, упавшей с неба, которая при этом зависла над морем на высоте где-то 3 метра, повисела и упала туда вниз. Но она не плазменная, это плазма вокруг корпуса. Плазменное свечение было. И мы искали, а потом натолкнулись уже вот на эти подводные руины. Уже трубы не нашли. Вероятнее всего она была изъята или улетела, или свои там братья из космоса ее забрали, или спецы наши забрали, непонятно. Трубы не было. Но мы нашли вот эти древние руины, вот этих затопленных городов, где вот эти шары, вот эти каменные. Известно еще с материка стена, которая идет по Кавказским горам, она уходит вот в районе Абхазии, в районе Сухуми в море. Знаменитая китайская стена все знают, да, есть еще Кавказская, и вот она уходит в море и выходит в районе Крыма, там вот тоже. Значит, соответственно, когда-то это была береговая линия,
Вот, и это не так давно. То есть это те строения, которые, ну как вот по анализам карт, это буквально ну, так называемое смутное время у нас в истории, да, 1613 год, вот примерно. Кстати, вот эти слова, собственно, сами смутное время, они, в общем-то, говорящие. Ну, как бы, не с точки зрения мути в голове, а ну, природных явлений, фактически. Вода с мутью, да. Грязная вода. И вот это слово, которое оно до сих пор сохранилось как понятие допотопное, да, в обычном сленге или в языке литературном, да, оно бы уже вымылось, если бы это прошло там 10-20 поколений. То есть это самое. В Москве Лосиный остров, первый Мытищинский водопровод, который шел в это самое у нас в Москву заходил, да, в фонтаны. Еще буквально до вот смутного времени он работал. После смутного времени это ничего не работало, да, то есть, а после того, как Наполеон, ну якобы, да, вот это событие 1812 года, состоявшееся по официальной истории нападению Наполеона на Москву, да, после него начинают восстанавливать, откапывать этот водопровод. То есть это все вот это самое. Поэтому вот говорить о 3 официальных потопах, ну, уже мы не можем. В сталинское время, там, где я живу, поселок Сталинский назывался, а сейчас Восточный, как раз Акуловский водоканал строили, как раз там были уже водяные вот эти засыпанные, замытые траншеи. То есть его просто разгребли, бетоном обложили и подвели к нашей восточно-водопроводной станции, которую пол Москвы водой сейчас снабжает. Есть еще северная да, а в Крыму надо сказать про то, что в Крыму существовало тоже в свое время элементы вот, водоснабжения, да, террасирование, то есть активное. Сейчас их видно, это террасирование из полета, с самолета прекрасно видно. Как и в Турции. И да, так ты будешь гулять по горам, не поймешь, но вот если ты сверху посмотрел, прям видно искусственное террасирование всех гор, то есть абсолютно. Когда спрашиваешь у краеведов, они говорят, да, это при Сталине еще вот заделывали там и так далее, но там полигональная кладка держит вот эти вот, ну, камни вот стоят друг на друга, так как античные, вот это еще как будто смотрится. Я не утверждаю, что при Сталине этого могли не доделывать дальше. Но то, что это было сделано еще раньше, это точно совершенно, это понятно. Может, к Крыму вернемся как раз. Да, я вот как раз... Я хотел добавить еще, вот у нас в 2014 году была экспедиция дольменная, вот там Андрей Жуков присутствовал, Николай Субботин. И мы вот в районе Просковеевки, где вот скала Парус, только за скалой, где-то метров, наверное, 200 всего как бы по побережью, и метров 200 вглубь моря. Канапе, да. если идти. Там, значит, наш знакомый хороший парень-дайвер, он, значит, ныряет туда, ловит рыбу, и он обнаружил там несколько таких вот дольменоподобных под водой, да, вот этих структур, но они не как дольмены, а вот как две плоские такие стенки, и сверху как круглый гриб камень лежит, вот эта плита. Их несколько штук. Он говорит, я даже под ней проныривал, то есть по этому тоннелю, там, под этой плитой. И они как бы вот на глубине порядка 22-23 метров находятся именно вот в этом месте. Ну правильно. Да. То же самое у поселка Бета при нырянии нашли каменный саркофаг. Только крышки нет. Саркофаг зарисован, кстати, на рисунках Черноброва. Собственно говоря, он сам нырял туда, я посмотрел. Действительно, какие-то вот каменные саркофаги такие, которые изначально мы как ковчег назвали. Ну, для ковчега они просто небольшого размера. Ну, тут можно, кстати, вспомнить, вот во время нашей же экспедиции, по-моему, со стороны Красной Щели тогда заходили. Когда мы вот по этим распадкам шли очень долго и вышли в то место, где целая стена огромная выложена была. Полигонал тоже? Нет, там блоки, но, во-первых, совершенно глухое место. Мы сфотографировали, видео записали. Ну, то есть видно, что там то ли акведук какой-то был, то ли просто подпорная стена. Вот помнишь же? Да, она как бы вдоль склона идет, вот такие камни. Можно было бы, конечно, сказать, что она вот как вот этот вот пласт, как вот скала Парус, это по сути пласт, который выходит там из почвы. Причем почва там, видимо, так бурлила, что она стала, в общем, вертикально буквально, то есть пласты не горизонтальные, а именно вот такие вертикальные. Да, а там видно, как эти пласты на побережье, на обрыве видны, скала Парус как продолжение. Кстати, дырка в ней, говорят, якобы от ядра но я так думаю, вряд ли от ядра она была. Ну, это, скорее всего, классическая эрозия, легенда красивая. Ну, это как бы, да, ничего такого, просто красивый объект. А мы ходили вот как раз по этой речке, которая там течет по ущелью. И вот, выходя из этой речки, там километров 5, наверное, мы шли
И, значит, вот эта вот скала, но она отдельно стоящая, то есть просто склон, больше камней нет, вокруг нее есть обломанные камни, которые высыпались из нее. Но вот сама, конечно, эта скальная вот эта вот стенка, она, нельзя сказать, что это прям искусственное сооружение, но очень похоже на то, что это вот какая-то вообще древняя мегалитическая система. Вот. Потому что, ну, как она там появилась, что это за пласт, что это, как он выходит, непонятно. Но блоки все отдельные, то есть это не монолитная скала. Причем блоки-то правильные все были. Да, и они были достаточно правильной формы, и, в принципе, там можно было бы сказать, что это все-таки построено. Хотя вокруг, ну, каких-то других сооружений не наблюдалось.